Так вот, какие мысли приходят тебе в голову, когда ты смотришь на меня. Понятно. Да, прости, разговор получился незрелым. Да, и не спелым. Кактус мне в горшок. Да, незрелым. Наверное, это я виновата. Я не очень-то хороша во всех этих взаимодействиях. Да мы тебя научим. Мы тебя с удовольствием научим. И еще одна вещь. Я тут заметила, что ты заинтересовался Мири. Это подглядываешь, что ли? Лепесточек, если ты ее обидишь, или просто хотя бы окажешься слишком навязчивым, я из тебя растительное масло выжму. Из орехов так. После обеда ты просто ушел к себе в каюту, прогулял половину смены. Я уснул. Сорян. Главный инженер Саба приказала мне уйти к себе из-за участившихся штормов. Кто твой старший по званию? Я или она? Ну, она, наверное, еще старше, не? Ну ты. Я был прав, волноваться мне стоило из-за этого. Даже не знаю, что возмутило ее ли больше. То, что я опять умудрился сбежать с работы, или то, что я послушался кого-то другого. Ну да, с ней же я постоянно спорю. Не люблю, когда на меня орут, но ее можно понять. Единственный подчиненный, да и тот подрывает ее авторитет. Ладно, прости, я поступил глупо. Обещаю, что больше этого не повторится. Буду сидеть тут с тобой, пока папоротник не зацветет. В качестве извинений обещаешь выполнять свои обязанности, с которыми ты должен был справляться изначально. Потрясающе. Спасибо за любезность, я восхищена. Аплодисменты. Всегда пожалуйста. Уф, кажется, немного успокоилась. Вернулась к своим обычным едким и саркастичным подколкам. Жаль, что я не могу передать ей всю глубину искренности своего раскаяния. В первую очередь потому, что я не уверен в этой искренности сам. Все же стоит быть с ней помягче сегодня. Знаешь, ты еще не самая... Я прикусил язык, не договорив. Не самая плохая? Не самая неприветливая из девушек на этой станции. Некоторые вообще не желают со мной разговаривать. Так что спасибо тебе за это. Не за что. Сохраню этот комплимент, как сушеный лист гербария меж страниц моей памяти. Буду вспоминать об этих словах тоскливыми, одинокими вечерами. А теперь сделай хоть что-нибудь, пока в пол не врос. Кажется, кризис миновал. Все прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Сделай что-нибудь. Я рассеянно полистал журнал исследований. Бесконечные итерации одних и тех же экспериментов снова и снова. Как будто в надежде, что в массиве информации вдруг появится новый ответ, который затем будет отбракован как ошибочный, слишком выбивавшийся из общего тренда. Размеры выборки. Сотни, тысячи наблюдений. Какой процент можно считать достоверным? Видит ли ее ли свет в конце этого неимоверно скучного тоннеля из чисел? Или бьется о стену точно так же, как и все мы? Может быть, ей нравится сам процесс? Если я спрошу, она ужасно разозлится. Чем же заняться? Так, анализ фосфина, анализ организованных структур, сойти с другого конца. Посмотрю, как там поживают наши домашние питомцы на чужой земле. Не забывай фиксировать все результаты их жизнедеятельности. Хорошо, покушал, покакал, поспал. Фиксировать результаты жизнедеятельности. Убирать бактериальное дерьмо. Работка в самый раз для меня. Впрочем, все эти минеральные образования и включения довольно интересны. Наши бактерии не просто выживают на образце почвы ментала.
Они оставляют после себя уникальные следы. Кто-то скажет, что по этим следам можно будет обнаружить настоящую метнальскую жизнь. Кто-то другой возразит, что родные микробы метналя будут создавать совсем другие результаты жизнедеятельности. Мне, если честно, все равно. Мне тоже похеру вообще. Давай. Я еще раз посмотрю окаменелости в углеродосодержащих пробах. Еще рано называть их окаменелостями, коллега. Пока что это образование. Хорошо. Вот ведь зануда. Окаменелости, бактерии, образование. Как их ни называют, это все просто наши выдумки. Все эти двойные стенки, шипы, спирали, пузырьки и канальцы на микрофотографиях. Просто моя переидолия. Желание увидеть упорядоченность и замысел в хаотичном узоре нанометрового размера. С тем же успехом я могу искать смысл в узоре облаков за окном. Впрочем, я и так это делаю каждый день. Ну давай этот фосфин посмотрим. Я поищу следы фосфина в атмосферных пробах в очередной раз. Давай. Только не следы, а количество вещества. Хорошо. Зануда. Я только тяжело вздохнул в ответ. Считать, сколько молекул ядовитого газа вытеснилось в пузырек воздуха, поднятого к нам из-под одеяла кислотных туч, газа, которые могли произвести вулканы или молнии. Очень обнадеживает. 10 молекул в пробе — это еще вулкан или уже бактерии, а 20. Эх. Смотри, не разломай Айланд своими вздохами. Плохая шутка. Какое серьезное у нее лицо. Наверное, на всем Айланде только я один могу отличить серьезное лицо Йолли от сердитого. Волнуешься? Не. Скорее скучаю, волнуюсь от скуки. Бывает такое вообще? Да, бывает. Мозгу нужны порции стресса, чтобы оставаться в тонусе. Когда внешних стрессовых ситуаций нет, мозг выдумывает их себе сам. Сейчас какая-нибудь херня случится, и все будет замечательно. Какой-то обезьяний механизм. Нам-то он зачем? Люди собрали нас по своему образу и подобию, и заодно перенесли на нас свои болячки и недоработки. Довольно глупо с их стороны. Как будто нас выращивали в спешке. Я думаю, это намеренно. Если бы мы оказались совершеннее их, это было бы слишком большим ударом по их эго. Не приписывая злой умысел тому, что можно объяснить глупостью. Ого! Фанат людей Эйн допустил мысль о том, что люди могут быть глупыми. Вчера снег не пошел, так может хоть сегодня. Это не моя мысль, это один добрый человек сказал. Хенлон или как там его. Ну тогда этим словам можно верить. В конце концов, у этого Хенлона большой опыт общения с людьми. Ага, да, наверное. Пустая болтовня, от нее мне почему-то полегчало на душе. Юля так редко улыбается. Йолли. Так редко говорит о чем-то, кроме работы. Пусть ворчит на человечество сколько хочет, если это позволяет ей расслабиться и отвлечься хоть немного. Если тебе так скучно, может, хочешь послушать, над чем я работаю? Нет уж, спасибо. О, ну вот началось. 2 минуты собственной свободной болтовни закончилось. Пора обратно на рельсы бесконечного, занудного заполнения строк таблицы в журнале исследований. Даже в моей голове это звучит скучно. С другой стороны, я виноват перед Йолли. Но не настолько же. С третьей стороны, ее вопрос звучит как ловушка. Я должен работать, а не уши развешивать лопухами. Если соглашусь, она закатит лекцию о прокрастинации.
Давай, отказаться и вернуться к работе. Нет, Юли, в этот раз я на твой сарказм не попадусь. Нет, спасибо, у меня тут эксперимент вянет. Ого, да я уже удивляться устала. Растешь на глазах. А ты думала? Что, такая большая разница по сравнению с тем зеленым Эйном? Без понятия. Я сама тогда была слишком незрелой, чтобы судить других. Вот те раз. Так, она моего возраста? Стоп, я думал, что ты видела полет, видела звезды. Ты из предпоследнего поколения? Я из последнего, разве нет? С чего ты это взял? Тебя просто разморозили чуть позже других из-за мелких неполадок. Никто из нас не видел полета. Мы все проснулись здесь. Метнал внизу, облака вокруг. Я запыхтел от негодования. Тогда почему ты ведешься так, как будто намного старше меня? Почему ты старшая по званию? Во-первых, потому что я и в самом деле немного старше тебя. Во-вторых, я умнее. С чего вдруг? Серьезно, Эйн, ты никогда об этом не задумывался? Да она издевается, шутит. Это даже старший инженер Сабу на самом деле одного со мной возраста. По ее... По ней этого не скажешь. Этот огромный журнал исследований, я думал, его заполнили предыдущее поколение. Спасибо за комплимент. Некоторые тут работали, пока ты читал книги, знаешь ли. И другие члены команды, офицеры, инженеры, они все такие хмурые, взрослые. Это не они взрослые, это ты витаешь в облаках. Ёлки дубовые. Ну почему? Как так вышло? А как еще должно было выйти? Мы же не люди. Нам не нужно весь полет размножаться, как кролики, чтобы 10-е поколение потомков дожило до конечной точки. Стоп, погоди, с этого момента поподробнее. Что за херня такая? Я так вообще на такое я не подписывался. Мы спокойно проспали в земле весь путь, словно зимующие луковицы тюльпана. Для этого нас и создали. Погоди, а как же пестики, тычинки, там туда-сюда, шуры-муры всякое? Без этого что ли живем? Ну, так неинтересно. Все, давайте закрываем, все, не, давай. Шучу. Значит, Эмирии не просто одного со мной поколения молодых ростков, она одного поколения со всеми остальными. От этого конкуренции становится еще больше. Шишки-гнилушки. Не расстраивайся ты так. В конце концов, мы проживем такой долгий срок, что эта разница не будет иметь никакого значения. Она уже не имеет значения, честно. В моих глазах ты такой же зрелый, как и любой другой. Она смотрит на меня так, как будто едва сдерживает смех. Опять я выдумал сам себе теорию, которую тут же принял на веру. Может быть, Йолли права. Мне стоит читать поменьше людских книг. Мне нужно это переварить. Может, переваришь это вместе с обедом? Да опять ты меня гонишь, ё-моё. Ну окей. А что, уже пора? Не делай вид, что ты мечтаешь сидеть в этой лаборатории, пока папоротник не зацветет. Меня ты не обманешь. Ну ладно, но я скоро вернусь. Глупый Эйн снова опозорился перед собственной начальницей. Но это все меняет. Значит, на самом деле мы тут не так уж и долго. Значит, исследовательские экспедиции прервали слишком рано. Мой голос имеет вес. Я не младший, а такой же, как все. Снова наш уголок кают-компании почти пуст. Может быть, остальная команда пообедает в другое время? Тем лучше. Никто не загораживает вид у окна. Сегодня облака особенно хороши, впрочем, как и всегда.
Когда-то люди летали в атмосфере Земли на примитивных кораблях, подвешенных на тросах под огромными пузырями легких газов. Если подумать, Айланд ушел не так уж далеко. Сложно даже представить, что когда-то это древесное гнездо неслось сквозь вакуум космоса, окруженный сияниями световых полей. В книгах написано, что для пассажира старинные корабли-пузыри ощущались совершенно неподвижными. Ветер нес корзину вместе с собой, и движение этой корзины было совсем незаметно. Двигался весь мир вокруг. Странно, но Айланд совсем не такой. Он скрипит, кряхтит, шевелит своими толстыми, покрытыми шершавой корой ребрами, даже качается. Я так привык к этой качке, что совсем ее не замечаю. Только иногда в глаза бросается что-то странное. Капля воды, вдруг начинающая сама по себе ползти по краю ствола. Покосившаяся овальная поверхность чая в чашке. Словно глюк, иллюзия, сбой в работе мозга. Что произойдет со мной, когда я ступлю на поверхность металла? Меня зашатает, земля подо мной начнет ходить ходуном, ноги откажутся ступать ровно? Ага, как же. Будто я когда-нибудь окажусь внизу. Сегодня она снова здесь. Я мельком глянул на свою кашу. Надо же. Пророщенные зерна, второй день подряд. Какая удача. Мысли лениво ворочались в голове, уставший после разговора с Йолли. Наверное, нужно подойти, я ведь обещал. Стоп, разве я что-то обещал? Обещал, давай, шуруй. Пока я пытался вспомнить вчерашний день, ноги сами принесли меня поближе к Мире. Шишки кленовые, кажется, мой мозг меня обманул. Привет, как видишь, у меня опять эта каша. Хе-хе. Привет, Эйн. Ты даже запомнила, как меня зовут? Что же напомнит твое имя? Мое имя? До чего же я докатился, что такая мелочь является для меня успехом, радующим сердце? А я тут выяснил, что ты работаешь в инженерном отсеке. Сябу рассказала. Сабу. Она к тебе подходила? Ох. Ага, смотрю, я не первый, с кем она поговорила. Теперь понятно, почему в мире всегда одна. С моими конкурентами тоже поговорили. Иногда дружба расцветает в странные формы. Угу. Дружить со старшими по званию полезно для карьеры, но вредно для психики. Ага. И все, на этом темы для разговора исчерпаны. Говорят, что разговор это перебрасывание мяча. Иногда мяч бывает очень тяжелым. В случае с Йолли он еще и колючий. Но я первый раз вижу, чтобы собеседник просто забирал все мячи себе в карман. Тогда зачем я подхожу к ней снова и снова? Что-то манит, что-то манит. Наверное, я просто компенсирую нереализованную идею покорения металла через попытку покорения недружелюбной девушки. Переношу на нее весь свой потенциал преодоления трудностей. Очень умная идея, Эйн, очень умная. Жаль, пользы от нее никакой. Лучше бы бактерии так покорял. Эх. Мире, тебе не кажется, что раз симбионты это часть наших тел, и они растения, значит растительный Айланд создан из нашей плоти? Что? Я сам ни хера не понял, что ляпнул. Ну ладно. Ну, мы отчасти растения, так? Так. Айланд растительный, так? Не совсем, но допустим. Ага. Ты, как инженер, знаешь детали, которых я не знаю. У нас есть и минеральное оборудование тоже, так что Айланд только отчасти растительный. Но ты продолжай свою мысль.
Так вот, мы отчасти растительные, Айланд отчасти растительный. Значит, по законам логики, Айланд отчасти мы, и нас окружают стены из нашей плоти. Мири уставилась прямо на меня, после чего внезапно рассмеялась. Я едва удерживался, чтобы не вздрогнуть от такого неожиданного проявления эмоций. Ты эту шутку весь день придумывал? Конечно. Вовсе нет, да и не такая уж она и смешная. У вас, биохимиков, странное чувство юмора. Да я же говорю, не смешная она. Стоп, откуда ты знаешь, чем я занимаюсь? Сабу сказала. Ага, вы с ней обсуждаете меня, да? Приятно слышать. Вовсе нет. Ладно, теперь нам надо уравновесить информационный дисбаланс в нашем общении. Рассказывай, чем занимаешься ты. На секунду на лице Мири снова промелькнуло равнодушие, безучастное выражение, словно цветок, захлопнувшийся бутон на ночь. Чем занимаюсь? Да, давай, колись. Я слушаю. Ого, с такими ушками, да тут природная склонность. Ну да, как у зайчонки, да? К счастью, я уже улыбался до этого. Давиться кашей и отворачиваться не пришлось. Кого слушаешь? Двигатель, механизмы? И его тоже. Слушаю Землю, космос, металл. Ого, это так интересно. И что же говорит Земля? Ничего интересного. Обрывки автоматических предзаписанных сообщений с технической информацией. На таком расстоянии никаких диалогов, конечно же, с ними быть не может. А космос? Шумит листвой, как и обычно. Миллионы голосов миллионов звезд, но ни в одном нет смысла. Впрочем, если вслушиваться в этот хаос слишком долго, то можно услышать все на свете. Шум дождя, хруст почвы под ногами, музыку, голоса. Чем-то Полину напоминает из Тени Бани. Как будто передо мной оказалась совершенно другая девушка, общительная, оживленная, любящая свое занятие. Даже лицо ее изменилось, внешне такое же, как и раньше, оно словно подсветилось изнутри нежно-розовым сиянием. Именно эту девушку я представлял себе в своих глупых мечтах. Ради этого стоило рисковать нарваться на гнев Сабу. Иногда я думаю, что слишком долго вслушивалась в пульсирующую поступь квазаров и в итоге сошла с ума. Ничего страшного. Этой унылой экспедиции не помешает немного безумия. Это, мягко говоря, непопулярное мнение. Почему ты так считаешь? Я хочу быть безумцем. Я хочу иметь такую целую команду безумцев. Потому что только псих сунется туда, вниз, в эти проклятые руины и вернется живым. Странно. А я-то думала, что биохимики-то как раз могут сидеть в своей лаборатории безвылазно. Не напоминай. Почему ты считаешь, что я сошла с ума? Некоторое время Мири не отвечала. Она смотрела куда-то мимо меня. Может быть, на изредка проходящих за моей спиной членов команды. Может быть, в окно, за которым распускался очередной хлопковый цветок облаков. Хлопковый. Словно прислушалась к чему-то. Что-то, что не слышно мне. В конце концов, ты сам подошел ко мне, правда? Несмотря на то, что Саба может тебя задушить одной левой. Угрожаете, да? Но она же не будет этого делать всерьез, верно? Я сошла с ума, потому что слышу металл. Что-то я немного запутался. Только что ты говорила... Я слышу сигнал из руин. Голос, который обращается ко мне. Говорит со мной. Ну и что он тебе там треплет? То? Это же открытие именно того, что мы ждали. Значит, эти руины не пусты. Значит, кто-то и что-то оттуда пытается войти с нами. Это человеческий голос.
Стебли мыслей в моей голове натужно заскрипели, резко меняя направление роста. Так, значит, ну, очевидно, это высокоразвитая цивилизация. Им ничего не стоит обращаться к нам на нашем языке, чтобы не было проблем с недопониманием. Нет, ты не понял. Не на нашем артефитском. Метнал говорит на языке наших хозяев. На русском? Людей Земли. Хо-хо. Признаться, ты звучишь безумнее, чем я ожидал. Это же невозможно. Судорожно сжатая в руке ложка задрожала, словно лезвие ножа, готового впиться мне в горло. Да, никто не хочет даже слышать об этом. Сабу считает, что это просто отражение сигнала с Земли. Остальные считают меня чудачкой, мозг которой слишком сильно сдавили наушники. Меня уже тошнит от этого вежливого участия, от этой снисходительной осторожности, с которой меня не воспринимают всерьез. Но я знаю, на Эланте нет никого, кто разбирается в радиоинженерии лучше меня. Так пойдем вниз, сходим на разведку. Я могу отличить отраженный сигнал, пришедший издалека, от сигнала, идущего прямо из-под наших ног, даже если мне запихают морковки в уши. Я серьезно покивал, пытаясь отвлечься от яркого образа Мири с морковками в ушах, тут же возникшего в голове. Ты такой же, как все. Ты мне не веришь. Да не верю, почему? Я очень хочу поверить. Я хочу поверить в этот шанс больше, чем я хочу быть с тобой. Я убить готов за малейшую возможность раскрытия загадки этих проклятых метнальцев. Надеюсь, Мири не умеет слышать мысли. Но мне нужно больше информации. Что говорит этот голос? Я не могу разобрать. Это один из множества человеческих языков, но какой именно? Неужели бортовой компьютер не может разобрать и проанализировать человеческую речь? Бортовой компьютер? У нас нет компьютера. То, что ты называешь сервером Айланда, на самом деле не сложнее электронного дневника. Что? Ты сам сказал, что нам не помешает немного безумия. У нас много чего нет. Например, цели экспедиции. Как тебе такое? Ну, это я заметил. Мири говорила так тихо, что ее голос сбивался на едва слышное шипение. Чем тише она говорила, тем ближе я к ней склонялся, пытаясь не пропустить ни слова. Бортовой журнал начинается с того момента, как просыпаются первые артефиты. Никаких записей о том, почему и зачем мы здесь, там нет. Это, конечно, стараются держать в секрете. Шишки, Елова, откуда ты это знаешь? Ко мне пытался подкатить один из офицеров, пока с ним Сабу не поговорила. И все, потом его нашли в толчке с перерезанным горлом и стебелем. Я нервно оглянулся, чувствуя себя каким-то заговорщиком. Уютный зал кают-компании, сложенный из гигантских чашелистиков, словно фонарик Физалиса, теперь выглядел тесной ловушкой. Глупости, бред. Мири говорит так убежденно, потому что она действительно сошла с ума. Эта болезненная патологическая убежденность влияет на меня. Я же не могу всерьез поверить. Тебе повезло. Совершенно случайно перед тобой сидит главный специалист Айланта по чтению и прослушиванию людских книг на разных языках, которых почему-то на борту Айланта в избытке. Еще одна часть загадки на нить заговора. Нет, даже в безумии нужно знать меру. Так ты веришь мне? Эйн, ты действительно веришь мне? А почему нет? Ну да, ты слышишь голоса наших хозяев, оставшихся на Земле, из инопланетных руин, насколько непонятных и чуждых, что мы даже не начали их исследовать. Что тут такого? Бывает с каждым. Вот я слышу голоса бактерий.
Серьезно? И что они говорят? Вот такую херню несут вообще, что-то там. Савади май! Савади краб! Эйн, спаси нас! Йолли заставляет нас размножаться в кислотном субстрате, а потом смотрит на это. Попытка говорить тоненьким голосом закончилась тем, что я поперхнулся. Последние слова бактерии превратились в полузадушенный хрип. Мири рассмеялился вместе со мной. Надо же, как будто нормальное общение юноши и девушки, заинтересованных друг в друге. Приятно пережить это, пусть всего лишь на мгновение. Ты не занят? У тебя есть сейчас время? Сможешь послушать запись? Почопали. Да, конечно. Да, конечно. Йолли меня убьет. Инженерный отсек оказался удивительно мирным. Никаких тебе гигантских сияющих грибов или жутких пещер, наполненных тускло светящимися гнилушками, никакого грохота или гнусного смрада. Даже не знаю, почему я ожидал подобного. В конце концов, биофотолиз воды – занятие тихое и незаметное. Водоросли бесшумно расщепляют воду из атмосферы на водород и кислород. Водород держит нас в верхних слоях атмосферы, кислород растрачивается на дыхание, просто и чисто. Тихо и мирно до тех пор, пока не промелькнет искра в накопителях водорода, и тогда... Бабах! Неудивительно, что Сабу такой деспот, помешанный на контроле. А твоя начальница нас тут не застукает? Она укоренилась в энерготеплицах. Последний шторм нас серьезно потрепал. Электроды в почве изорвало. Ну и в конце концов мы не занимаемся ничем неприличным. Ты имеешь право здесь находиться. А вдруг мы решим? Ага, вот ты сама это будешь объяснять. Мне она пообещала в растительное масло выжать. Вряд ли у нее это получится. Нет, это не помешает ей попробовать. Не занимаемся ничем неприличным. Мое сердце считает иначе. Мы с ней здесь совсем одни, наедине друг с другом. Не просто ковыряем кашу, а заняты чем-то таинственным и, может быть, даже опасным. Она выглядит совсем другой, выглядит живой. Неужели всего лишь одна моя вера в ее слова так на нее повлияла? Мири подошла к чашелистнику, кресла у стола и немного поклацала по клавишам на пульте. Слушай внимательно. Качество ужасное. Плотные тучи не только поглощают излучение, но и создают неоднородность слоев атмосферы, что вносит искажения. В общем, слушай. Комнату заполонило шуршание и потрескивание, в котором едва слышался хриплый, прерывистый голос. Что он говорит? Да ни хера не слышно. Шш. Я напряг уши, стараясь не пропустить ни звука, но запись оборвалась так неожиданно, как и началась. Ну и? Да ни хера не слышно. Да я даже не знаю, как сказать. Теперь тебе будут верить еще меньше. Почему? Что там? Это действительно сообщение на человеческом языке, точнее на русском. Но это не просто попытка выйти на связь. Он говорит что-то о катастрофе, о том, что времени мало. Кажется, ему нужна помощь. В отсеке повисла тишина. Мы молча смотрели друг на друга. О чем думала Мири, оставалось только гадать. Я же покрылся холодными мурашками. Если это действительно отраженный сигнал Земли,
Что же там могло произойти? Насколько плохи дела? Что пришлось обращаться к научно-исследовательской экспедиции, застрявшей в далеком космосе? Мы должны ему помочь. Что? Нет. Как? Кому? Я могу вырастить радиочувствительную лозу. И что мы с ней будем делать? Ты сама сказала, что сигнал путается в облаках. Будем летать на одуванчиковом парашюте в кислотных тучах и искать, в какой стороне голос лучше слышно? Это даже звучит как глупая детская сказка. Ты прав. Я сама сказала про искажение и поглощение, поэтому нужно их исключить. Нужно спуститься под облака, прямо в руины Метнала. Сердце пропустило пару ударов. Девушка, которая мне нравится, предлагает то, что я так страстно желаю. Наконец-то взяться за настоящее реальное дело. Больше никаких следов, может быть, бактерий в кусках камня. Почему-то я не ощущаю той радости, которую представлял в мечтах. Ха-ха-ха, нет-нет-нет. Ты разве не знаешь, что творится там внизу? А что, если это действительно сигнал Земли, отраженный металлом? Мы сразу же это поймем и поднимемся обратно. Погнали. Я могу привести десятки аргументов, могу спорить до хрипоты, но она мне не послушает. Только закроется снова, исчезнет та яркая, оживленная девушка, ненадолго появившаяся из своей скорлупы. Может быть, на самом деле она не всерьез, она просто говорит то, что нужно говорить в такой ситуации. Нужно стремиться помочь, нужно проявлять эмпатию к попавшим в беду. Интересно, к странному сигналу с планеты. Интерес к странному сигналу с планеты. Это единственное, что нас связывает. Может быть, теперь она не хочет терять эту связь? Не хочет терять меня? Опять мечтаешь, глупый Эйн. Мы можем не торопиться. Можем уговорить Йолли обрести союзников среди команды. С ними подойти к офицерам. И все это время я могу быть с Мири. Или я могу сойти с ума вместе с ней. Поверить во все, согласиться на все, рискнуть всем. Сойти с ума, не торопиться. Ну окей, давай чокнемся. Ладно. Ладно. Я пытаюсь убедить самого себя, что я согласен на безумие. Ну и как? Да пошли. Кажется, получается. Кажется, нам все равно нужно подготовиться, все продумать, составить план. Нет. В смысле нет? Она тряхнула головой так сильно, что кончики ее ушей описали в воздухе замысловатую траекторию. На секунду показалось, что они нарушили законы физики и пересекли сами себя. У нас нет на это времени. Моя решимость и вера в собственные слова тает с каждым прошедшим днем. Что уж говорить о тебе. Будешь ли ты так уверен в моей разумности завтра с утра? Ты проснешься, вспомнишь этот разговор и скажешь, ну и каша же у этой ушастой девчонки в голове. Ей нужно чаще дышать свежим воздухом. Вот и пойдем подышим как раз там этим метанолом, метнолом. Я знаю, я уже проходила через это. Нет, то есть я не первый, да, с кем ты там шуры-муры свои крутишь, да? Горечь слов могла бы задушить даже кактус. Как я могу залечить эти раны и недоверия, нанесенные другими? Что могу сказать, чтобы убедить ее в своей решимости? Такие вещи доказываются только делом. Завтра с утра? Да, то, что сегодня кажется отличной идеей, на следующее утро часто превращается в полную чушь. Так что я начну действовать прямо сейчас. Нельзя давать этому завтра ни шанса. Я тоже. Начну выращивать радиочувствительную лозу прямо сейчас. Давай. На это понадобится некоторое время, так что... Да, а я попробую выяснить поточнее, как можно спуститься в руины. Эйн, спасибо. Ты даже не представляешь, как это важно для меня.
Она торопливо вытолкала меня из инженерного отсека почти грубо, если бы не мягкость и нежность ее рук. Пинками, ну и давай пошел отсюда нахер.